Всем привет! Мне всегда не хватало в Moho возможности привязывать кости разных скелетов друг к другу. Это значит, чтобы персонажи полноценно взаимодействовали с другими объектами, эти объекты желательно засунуть в риг самого персонажа. Но иногда это не выход. Я покажу реальный пример, когда я не хотел объединять риги персонажа и объекта. Штурвал. Я предпочел сделать для него отдельный риг. И это удобно, потому что за него могут садиться разные персонажи, и его не нужно пихать в риг каждого из них. Но вот в чем проблема. Таргеты рук персонажей теперь нельзя прикрепить к ручкам штурвала. Подставлять таргеты вручную идея не очень, так как это время, да и результат будет не всегда аккуратным. Вот я и решил написать скрипт, который сделает это за меня автоматически. Он позволяет сделать трекинг любой кости и передать ее трансформацию другой. В любом другом скелете. Это трекинг глобальной позиции. Потому абсолютно неважна трансформация слоя, родительских групп, структуры скелета, влияние смартбонов на кости и так далее. Единственное, зачем стоит следить, это положение слоя по оси Z. Так как если слои будут на разной глубине, получится эффект параллакса и положение костей будет отличаться. Окей, теперь я быстро расскажу, как пользоваться этим скриптом. Так как идея скрипта была именно в том, чтобы привязывать таргеты, создайте дополнительную кость на ручке штурвала, которая будет служить ориентиром для таргета. Опция Track Angle отвечает за то, будет ли собираться информация о вращении кости. Если вы собираетесь работать с таргетами, отключите эту опцию. Опция Frame Range дает возможность включить или отключить диапазон кадров для трекинга. Если ее отключить, вы просто сделаете трекинг текущего кадра. From и to обозначает, с какого по какой кадр будет происходить трекинг. Кнопки Set Project Range и Set Playback Range позволяют вам задать диапазон кадров, ориентируясь на длину проекта или зону проигрывания таймлайна. Также вы можете выбрать интервал, если работаете с двойками или тройками. Я работаю с двойками. Жмем Trackbone и ждем, пока завершится процесс. Теперь переходим на скелет персонажа и выделяем таргет руки. Опция Maintain Position Offset позволяет вам сохранить смещение позиции при передаче трансформации. Но имейте в виду, что это смещение относительно вьюпорта, а не кости, которую вы использовали для трекинга. Опция Maintain Angle Offset позволяет сохранить стартовую разницу поворота кости и применять вращение относительно ее. Опция Pace from Current Frame позволяет ставить трансформацию не с того кадра, с которого начался трекинг, а с текущего. Опция Recover Keyframes позволяет включить перекраску созданных ключей в выбранный цвет. Это поможет вам ориентироваться в ключах, чтобы лучше понимать, какие ключи новые, а какие нет. Ну и кнопка Apply Transformation запекает анимацию для выбранной кости. Давайте посмотрим пару примеров на практике. Я добавлю смещение по позиции и включу эту опцию. Теперь нажму Apply Transformation еще раз. Мы видим, что таргет повторяет движение ручки штурвала, но с небольшим смещением. Трекинг ведь можно использовать не только для таргетов. Вот пример с офсетом поворота кости. Когда он включен, кость начинает вращаться, начиная с своего оригинального положения. А если опцию выключить, она примет такой же поворот, что и кость, для которой мы делали трекинг. Ну и совсем сумасшедший тест с трансформациями слоев. Скрипт можно скачать по ссылке в описании. Надеюсь, он будет вам полезен. Спасибо за просмотр. Пока.